Итак, товарищи, давайте посмотрим, что же у меня получилось. Здесь я немного переделал котельную, а именно ставил трехходовые клапана на теплый пол. Здесь была совсем другая картина, немножко по-другому. Поставил насос, точнее переместил. Вот здесь у нас стоял один насос в пустом месте, я его сместил, и стал он у нас насосом здесь. Также поменял выхода. Это у нас на радиаторы было второго этажа, точнее на теплый пол. Я поставил это на радиаторы, а на теплый пол сместил на одну позицию вправо. И теперь у нас самый правый это первый этаж, а левый это у нас второй этаж. Вот так вот лучше сделаем. Да, так будет лучше. Что еще хотелось бы здесь сказать? Здесь немножко облагородил, поставил в гофрочку, удлинил провод, и все стало замечательно работать. Осталось только лишь вынуть еще вот ту заглушечку, и это будет тоже плюсовым делом, потому что она там абсолютно не нужна. Мало ли, что вдруг превысить допустимую норму давления, и у нас что-то выйдет из строя. Это нам не годится. О трехходовых клапанах. Что я сделал? Почему именно так? Поставил вот такие стаутские клапана, в паутину сплели пауки. Шучу, это некрасивый лен. Ладно, сюда я поставил американка металл, так как температура все же очень высокая заходит, поэтому металл, американка. Здесь я поставил на обратку американку, которая у нас граничит с полипропиленом. Так как температура практически постоянно одна и та же, поэтому расширяться, сужаться, в принципе, много она не будет, и подтягивать ее не придется. По крайней мере, это у меня великие надежды. Я думаю, что однозначно ее не придется подтягивать. Провода, как висели, они так и висят, ничего с ними не поделаешь, потому что задача была минимальными затратами сделать так, чтобы работало. И она будет работать. Со временем мы договорились, что как будут выходить из строя данные краны, будем их заменять постепенно, но все это будет со временем. Эти барашки все нахрен повыкидываем, поставим обычные шаровые краны. Система оказалась довольно-таки рабочей, я скажу. Общий насос, он гоняет у нас и все три этажа, точнее подвал, первый, второй этаж, а также он гоняет этот малый круг. Температура очень-очень-очень-очень хорошая через байпас. Вполне мощности его хватает для того, чтобы прогнать весь этот дом. Проблема здесь была в данном фильтре. Косой фильтр, он частенько засорялся, и происходили мутации. Вообще такие капитальные мутации, я бы сказал. Насосы, это насос 32 на 80 на теплом полу, а на теплом полу 25 на 40, а тот, какой был, такой пока и оставили. Это 32 на 60. На бойлер костного нагрева также 32 на 60. Когда он придет в негодность, поставим, точнее 25 на 60, поставим 25 на 40, этого будет вполне достаточно. В целом, чтобы оптимизировать вообще эту котельную, здесь, конечно, нужно очень высокие затраты, но вышли вот такими небольшими затратками. По-человечьи поставил термометры. Сейчас один показывает 55, другой 40 градусов на теплых полах. Еще довольно-таки не прогрелись. Поменял этот соединитель, так как он потек. Я его сменил. Здесь все, проблем в принципе не было никаких. Протянул, да, я вам уже сказал, что термометр поставил по-человечьи, развернул. Пришлось подматывать, так как старое уплотнительное кольцо, оно уже не рабочее, немного пропускало, а в целом система вполне жива. Такой температурный режим был неясный, но во всяком случае она хорошо функционирует. Трубы я посмотрел довольно-таки хорошего качества, потому что если есть откровенно дерьмоватый металлопластик, тоненькая стенка, стучишь, как будто это какая-то вот гофра, как будто бы это вот такая гофра. А здесь нет, здесь стенки толстые, Валтек, скорее всего. Ну, видно, что металлопластик действительно металлопласт, а не какашка какая-то. Ну и система еще будет работать, со временем будем ее дорабатывать немножко. Посещать я буду данных граждан, но все по мере необходимости. И не стал особо сильно заморачиваться, кстати, по поводу как развести. Сделал оптимально кратчайшими путями, наиболее удобными. Поставил
спускник именно сюда. Летом будем промывать данную систему. И спускник на второй этаж. Спускничков-то здесь, конечно, не было предусмотрено. И что хотелось бы сказать по поводу того, как же работает котел, бойлер косвенного нагрева и вся система. Когда включается бойлер косвенного нагрева, у нас система как бы притухает. Очень большой поток теплоносителя уходит именно на него, на бойлер косвенного нагрева. А сюда, во все другие, так скажем, места разбора теплоносителя, поступает уже минимум. Реально поступает минимум, они подостывают немного, то есть работает, можно сказать, как и должно работать. Система отопления отключается, когда бойлер косвенного нагрева работает. У нас это получилось само по себе, так скажем, благодаря предыдущим людям. И, кстати, все протягивает, дополнительный насос не понадобился. На этом сэкономим электричество, так как все протягивается одним насосом. И малый круг, и все остальные контура. В целом система так нормальная оказалась. Будет она еще работать. Ну все, товарищи. Всем удачи. А я пойду делать следующие дела. Да, и заглушку выкручу, не забуду. Всем удачи.